Сегодня мы разберем китайский спидометр, и я покажу, куда подключить автомобильный датчик скорости. Первое, что нам необходимо сделать, раскрыть завальцованную переднюю обойму. Сделать это можно отверткой, и помните, что после этой процедуры внешний вид прибора сильно пострадает. Сейчас вы можете видеть, как на корпусе появляются царапины и вмятины от отвертки. Далее отгибаем кусачками вальцы и снимаем переднее стекло, оно нам больше не понадобится. Теперь необходимо снять крепление, для этого надо открутить вот эти две гайки. Итак, приступим. Далее откручиваем два винта привода троса спидометра. Сейчас откручиваем еще две гайки крепления обоймы спидометра. Теперь можно без труда вытащить весь прибор из корпуса. Проталкиваем винты внутрь и вынимаем прибор. Как видите, внутри прибора есть плата, на которой стоит датчик Холла, а привод спидометра — это магнит на подшипнике, который при вращении воздействует своим полюсом на датчик Холла, отчего последний посылает импульс на ногу контроллера. Давайте отделим основную плату от белого кронштейна. Как видите, от прибора к плате идут 4 провода. Два из них идут на кнопку, два на датчик Холла. Снимем разъем и взглянем подробнее на плату. Это у нас транзистор, рядом с которым находится преобразователь 5 вольт. Это контроллер ЖК экрана, это главный чип с прошивкой. Ну и эти два конденсатора установлены по питанию прибора для сглаживания пульсаций. Как видите, коса проводов запаяна в плату, и все выводы здесь подписаны, так что не ошибетесь. Черный плюс, зеленый G ground, земля, Z это тахометр, F fuel, топливо, и белые провода, идущие на плату датчика Холла, имеют следующую маркировку: G земля, K кнопка, О питание на датчик Холла, и S это сигнал с датчика Холла. При замыкании контакта G плюс K происходит переключение кнопки, поэтому кнопку вы без проблем можете перенести в любое место на панели 2101, удлинив провода. На контакт S вы должны подать сигнал с датчика скорости. Что такое автомобильный датчик скорости? Это тот же датчик Холла, установленный в пластиковом корпусе, и магнит у него внутри имеется. Итак, вам необходимо соединить вывод S и контакт А разъема на датчике скорости. Он находится по центру. Питание на датчик Холла можете подать плюс 12 вольт из любого другого места, не обязательно надо преобразовать, ведь внутри автомобильного датчика установлен похожий преобразователь. Землю датчика скорости вам надо будет соединить с минусом аккумулятора или корпусом автомобиля. Используйте специальную ремонтную колодку AX312 для соединения датчика Холла со спидометром. И в заключение давайте удалим эту позорную накладку с экрана. Вот здесь видите установлены светодиоды. Сверху над ними есть еще место под установку светодиодов типа 1206. Дополнительные светодиоды желательно поставить, так как у штатных недостаточно яркости, и в солнечную погоду вы с трудом что-то разглядите через такой инверсивный экран. Сверху ЖК экрана наклеена поляризационная пленка, и для того, чтобы сделать белый фон черные буквы, надо содрать старую пленку и наклеить новую, предварительно сориентировав ее в нужную поляризацию. Пленку можно взять от iPhone 6, например, стоит рублей 100. Ну и в заключении покажу, как необходимо подготовить белый кронштейн, чтобы установить его в корпус 2101. С одной стороны вам необходимо оставить 14 мм, а с другой 35. В заключение отмечу, что алюминиевое кольцо имеет внутренний диаметр 47 мм, и его мне пришлось заказывать у токаря. На этом все, до встречи, пишите комментарии, всем пока.